Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня выходной день. Погода замечательная, светит солнышко. И я решила приехать сразу на море. Как не начать такой день без такой красоты? Я с вами делюсь. Сегодня я хочу проехать по нашему району Теджи, который находится в городе Мерсин. Мы везде часто путешествуем, но по нашему району были давно. Хочу проехать по разным улицам. Кому интересно, ребята, присоединяйтесь. Вы же знаете, я всегда вас беру с собой. Вы будете видеть все сами своими глазами. Так что погнали смотреть. Будем гулять по району. Каждый из нас начинает свое утро по-разному. Кто-то ходит на спортивную площадку, кто-то отдыхает под солнцем, а кто-то уже купается. А женщины, смотрите, ребята, они уже работают, убирают фасоль. Это вот площадка большая, знаете, да, рядом с морем. И они уже с утра убирают эту фасоль. Пока солнце не такое сильное, нужно все убрать, урожай, чтобы поспевал следующий. Сегодня солнышко подпекает, уже 28 с утра, поэтому днем будет, я не знаю, наверное, под 40, но это на солнце. Но обещают, к концу недели немножко погода будет похолоднее. Все, я сажусь на велосипед, и мы поехали. Друзья, поехали вместе. Еду вдоль моря. Смотрите, ребята, видите, женщины убирают все. Тяжелый труд. Убирает всегда вручную. Это первый урожай фасоли. Как говорят в Турции, фасолье. Красиво звучит. В нашем районе пляж еще не чистили. Машины не проходили, не собирали камни, ничего. Дорожка дребезжит такая, видите, неровно ехать. Поэтому не знаю, хорошо ли слышно меня. Возле моря ветерок обдувает приятный. И люди уже с утра, видите, собираются отдохнуть целый день у моря. Хочу проехать по улицам небольшим, ну а потом по центральной. Уже в конце видео мы проедем по нашей Гази-Паше, посмотрим изменения. А сейчас вот так все выглядит. Видите, еще живут люди в таких крытых навесах. Квартиры нет, но что делать? Так живут. Никто не ругает, не гоняет их. Такая жизнь. Не у всех хватает денег на квартиры. Слышите, как птицы поют с утра? А сегодня ночью цикады сильно трещали, окна открыты. Смотрите, у кого есть здесь квартиры. Я проезжаю возле комплекса «Панорама». Вот так, ребята. Показываю это вид на море. Шикарный вид на море. Когда улицы все сделали, видите, асфальт, все, тротуары. Виды, конечно, шикарные. Сейчас проеду немножко, чтобы из-за угла машина не выскочила. Вот с этой стороны открылся магазин, если у вас есть животные. Я остановилась у магазина для животных. Сейчас я проеду вперед, потом вернусь и проеду вот сюда, по другой улице. Вдруг у вас здесь квартира. Посмотрите на свои окна, и вам будет приятно. Кафешки открылись новые. В каждом доме что-то открывается. С другой стороны Мигросджет. Видите, автобусы как проносятся. Полностью вот все магазинчики в каждом доме. Все открыто. Сейчас я подъезжаю с правой стороны Арат Wi-Fi. Вот здесь вы можете купить карту, сим-карту. И видите, везде очень много магазинов. Сейчас я проезжаю возле
комплекса, который называется Vera Life. Я остановлюсь, покажу вам окошки. Остановилась показать комплекс Vera Life. Медленно покажу. Вот такой дом. Это один блок в этом сите. Я возвращаюсь обратно и хочу свернуть налево. Проедем здесь. Здесь есть и новые сите, и старые. Мы по этой улице не ездили, поэтому показываю дома. Вот это впереди, с правой стороны, Татил Ситеси. Это старые сите. Хочу приподнять немножко камеру. Видите, какая красивая аллея идет через все сите. И невысокие дома с двух сторон. Проедем немного вперед. Все люди идут на пляж. Позагорать, покупаться. Вот эта улица, сейчас я проеду. Здесь невысокие дома. Вот этот дом новый. Это турецкий дом. И название, нигде нету арки входной, нету. Сейчас прочитаю. На самом доме есть табличка. Остановилась. Это сите называется Smart Edge. Вот так выглядит. Нету, видите, здесь ничего. Но дальше там, смотрю, заборчик. Может, какая-то территория есть за домом. Здесь, видите, не все доделали. Немного мусора есть возле столбов, где входная группа. И туда ближе к центральной улице Гази-Паша, видите, еще пока ничего нету. Показываю все как есть. Ничего не приукрашиваю. Шикарные виды на горы. Они немножко в дымке сегодня. Вот это я подъезжаю к улице Гази-Паша. Но мы по ней проедем в конце. Тоже новостроечки все. Здесь остался небольшой участок, пустырь. Все так выглядит. Здесь кафешечку открыли, тантуни и донеры делают. Тантуни и донер 100 лир на сегодня, видите? Вот такая кафешечка. Здесь раньше плитку продавали, а сейчас, видите, новые владельцы открыли кафешку. Хочу зайти, посмотреть. Очень приятно. Знаете, такой тенечек, столики, посидеть. Замечательно. Зайдем, посмотрим. Ой, здесь очень классно. Мераба. Калай гельсен. Хош булдук. Смотрите, ребята, даже рыбки есть, аквариум, да? Золотые рыбки. Смотрите, когда реагирует. Наверное, еще не кушали. А внизу какая-то рыбка. Смотрите, какая, да, присосалась. А эти голодные. Классно выглядит все здесь. Посидеть, я думаю, очень хорошо. Посмотрим. На вертеле уже мяско. Видите, все готовят. Все свеженькое, прям при вас делают. Мясо свежее, салаты, все есть. Тантуни. Да, тантуни. И, как всегда, кладут перец и лимон и зелень. Это идет дополнение к тантуне. Все готовят. Здесь же рядышком кафе Кокоречь кебаб. Это кишки такие, знаете, бараньи на вертеле. Жарят их до хруста. И турки это любят. Кокоречь я не пробовала, как-то стрёмно, не знаю. Может, это и вкусно? Наверное, нужно попробовать, раз мы живем в Турции. Всю турецкую еду нужно пробовать, да. Ну, я не знаю. Напишите, кто пробовал, вкусно или нет.
Как-то меня смущают эти все кишки на вертеле. Ой, не знаю. Немного выехала на Газипашу. Сейчас хочу повернуть возле комплекса Ботаник. Вот это комплекс Ботаник. И вот это вот напротив школы, смотрите, какой новый дом красивый. Балконы сразу стеклят, очень хорошо. Сейчас перескочу. Здесь, видите, такие вот, оп, еще не все доделано, да. Дороги нет, ну, проедем. Вот так все выглядит. С правой стороны у меня Ботаник, комплекс. Ну, а здесь все новые дома. Вот этот дом, я не знаю, уже, наверное, 1,5 или 2 года даже сдался, мне кажется. ТДЖ премиум. Подпрыгиваю, дороги нет нормальной. Сейчас остановлюсь. Комплекс ТДЖ премиум. 2 блока. Один так стоит, а другой поперек. Проехали вот этот дом, который напротив школы. Названия еще пока нет. Ну, красиво сделали, мне очень нравится. И Ботаник. Ботаник состоит из 3 блоков. Первый, второй, третий. Это восточная сторона, окна выходят. И вот так еще один. Последний блок. Комплекс Ботаник, он уже построен давно. Я не знаю, если у вас есть квартиры, напишите, сколько ему, 10 лет или меньше, или больше. Вот ребята ездят. Сейчас подъезжаем. Видите, таблички нет. Точно не знаю название, но это новый комплекс. 2 блока. Территория очень хорошая. Там и бассейн, беседки, все есть. Даже тренажеры. Очень удобно. От моря недалеко. Вот буквально, видите, последние кустики. Ну, камера удаляет. Это уже море. С другой стороны показываю. Видите, свалка. Еще ничего не убрали. Если вам нужен детский садик, вот сиреневое невысокое здание, это детский садик. Genesis Stage, вот это комплекс новый. Буквально сдался, я не знаю, в этом году. Вот так все выглядит. Рядышком вилла есть везде. И сейчас я проеду немножко и поверну налево. Вот так проедем. Здесь тоже, видите, виллы это старые, но все равно, какая бы вилла ни была, старая или новая, она стоит очень дорого. Они находятся рядом с морем. Замечательно просто. А на этой стороне еще есть лимонный сад. Не знаю, долго ли он продержится, потому что вырубают очень много садов. Очень просто. Все под корень. И строят дома. В этом части это такие дома уже не новые. Вокруг, видите, они раньше построены. Но многие покупали и не только в новостройках квартиры. Поэтому выглядит так. Сейчас хочу повернуть направо и возле кемпинга восстановиться, посмотреть, что там делают, дорожку делают или нет. В общем, ребята, посмотрим все вместе. Осталось несколько метров и посмотрим. Очень много машин приехало. Ну и кемпинги уже стоят, видите. Все, люди приехали своими домиками и отдыхают. Ну а мы посмотрим. Так, остановилась. Вот смотрите, ребята, это вот дорога, ну буквально метров сколько? 150-200, наверное, да, рыбный ресторанчик. Насколько расширили дорогу. Пересадили пальму, фонари перенесли на другое место. Сейчас насыпали такую отработку и утрамбовали. Ну, потом будут или асфальт, или дорожки какие-то бетонные. В общем, посмотрим, будем все наблюдать. Море, конечно, сегодня шикарное.
Люди отдыхают, купаются. Попозже я тоже пойду на пляж, поплаваю. В общем, отдохнем. Ребята, остановилась у почтомата. Это Сите Флория Сахил. Здесь, если понадобится маленькую почту или бандероль, здесь можно самому потом получить. И, кстати, вот в этом Сите хорошая пекарня Ферин. Здесь вы можете приготовить лахмаджун, принести все свое, а тесто будет из пекарни. В общем, обойдется недорого. Но пекут очень тонкое тесто, делают очень вкусно. Мы здесь заказывали. Едем дальше. Хорошо, что я решила проехать с утра, пока не так жарко, потому что через час-другой будет пекло. А вот это вот с правой стороны 3 блока. Это Lexus. Сейчас я поверну направо, и мы проедем мимо этого комплекса. Территория шикарная. Посередине бассейн, пальмы, все. Вот такой флаг турецкий, видите? Все выглядит шикарно. Напишите, у кого есть квартиры здесь. И вот поворачивая, видите, с этой стороны окошки. Все показываю. Может, ваше окно сюда смотрит. Видите, кто-то продает квартиру. Вот такой телефончик. Едем вперед. С другой стороны еще пустырь. Ничего нет, не застроено. И вот так выглядят 3 блока этого комплекса. Проеду мимо названия. Видите? Элькем Lexus. Здесь немножко подровняли территорию. Иногда привозят какую-то землю или щебенку для работ. Есть такая территория спортивная, беседки, горки для деток. Можно посидеть. Ну и кафешки рядом все. Я сейчас выйду на дорогу и проеду направо. Повернула направо. Это Альпсити Голд. Рядом с нашим местным управлением. Вот так все выглядит. Еду потихонечку, чтобы вы все внимательно рассмотрели. Вот этот магазин «Шок» мне очень нравится. Он большой, много чего есть. Очень удобный. Сейчас подъезжаю, и с 2 сторон у нас новые дома. В первом доме слева Турксел открыли. Вот здесь Турксел, кафе, там есть соки. И дальше еще магазины пошли. Эта улица идет Гази-Паша. Но мы сейчас свернем в сторону рынка по средам. Вот это вот 2 новых дома. Видите, уже покрасили их. Подготовили коммерческие помещения под сдачу. И территорию, по-моему, снутри уже озеленяют. А вот там дальше рынок по средам. Ну, сейчас мы повернем и проедем. Я повернула. Вот так немножко подниму. Вдруг у вас тут окошки ваши. И рыночек по средам впереди. Но я заверну сейчас налево. Когда рынка нет, здесь останавливаю, ну, ставят машины, как стоянка используется. Чаршамба – это среда по-турецки. Хочу показать, сейчас подъеду поближе. Хочу показать, как выглядит территория. Видите, посадили кустики, озеленение. Вот такие, видите, это жасмин, белые цветочки. Они потом разрастутся и будут пахнуть на всю улицу. Это окна в Сите на юг смотрят, на море. Бассейн большой и маленький есть.
Красивая территория. Все подрастет, будет очень шикарно смотреться. Едем дальше, ребята. Как же сейчас хорошо ездить. Все красивое, все в цветах. Здесь небольшой парк. Но видите, как посадили деревья и много не прижились. Небольшой. Вот такие цветы пусть порадуют вас. Это бугенвилия. Она цветет все лето. Вот такая красотища. Сейчас хочу проехать вперед и завернуть направо. Посмотрим. Здесь дома построены раньше. Все вот так выглядит. Энтероглу Плаза, это сите. А здесь, видите, все бэушное продают. Все, что не нужно, сдают, и кто-то покупает бэушные. Сейчас остановлюсь, подождите 5 секунд. Я остановилась, видите, вот ангар, его немного переделали. Здесь обычно двери, такое все, какие-то столешницы, керамика, все продается. С другой стороны мебель, более цивильная, холодильник и мебель. Дальше это центральная улица, но мы потом проедем. Вот так все выглядит. И с этой стороны, видите, есть и плиты, и холодильники, и много чего внутри. Чуть дальше, в этом же здании, я отойду немного, есть стоматология. Здесь есть русскоязычный переводчик, поэтому если вы захотите полечить зубы или узнать, что, как поставить зубы или пломбу, нет проблем. Очень хорошо делают, и объяснитесь. Очень удобно. Я повернула направо, и смотрите, вот впереди, с левой стороны, Альп-Сити 7, 7-я стройка. А здесь, вот видите, магазин сумок есть и стоматология. Телефончик. Если что, делайте скриншот. Вот это новый дом. Горки есть, все. Бассейн. Все, видите, посажены все деревья. Пальмы, шикарно смотрится. Это северная сторона. Еще с этой стороны вот дома. Это все тоже новые. Сейчас проеду и остановлюсь. Я остановилась. Вот это окна 7-й стройки выходят на море. Такая территория, пока ничего не сделано. Дороги тоже нет пока. Видите как? И море буквально вот недалеко. Ну, метров 100-120 где-то так, не больше. Это новые дома. Все, 2 блока. Один вот так стоит, второй поперек. Смотрите, какой балкон себе сделали люди, да? Терраса. Обалдеть просто. Вот это тоже новые дома построены. Хочу показать еще, ребята. Если хотите вкусно и недорого покушать, вот эта кафешка. Здесь женщина немного говорит по-русски. Вот. Немного столиков, но готовят очень вкусно. И цены приемлемые, недорого. Находится вот возле 7-й стройки Элькема. Вот она, видите? Хочу проехать вперед туда немножко. Потом повернем направо, ну, чуть дальше. И проедем к мосту. Посмотрим, что там сделали. И вообще сделали ли что. Или ничего, как говорится. В Турции по-разному бывает. Проедем. Ну вот сюда я за машиной поверну направо и спущусь вниз. Здесь, в общем, борьба для подростков. Ну и взрослые ходят, кто занимается борьбой. Это Альп-Сити. Территория шикарная. Сейчас спущусь вниз. Я выехала на набережную. Ну вот, видите сами, насколько расширили. Пока все как есть. Просто утрамбовали. А отработка или что-то такое. Ну, не знаю, какая-то смесь
Ну, вот там впереди у нас мост недалеко. Сейчас доеду, посмотрим, что там сделали на сегодняшний день. Вот так все это выглядит. Это старые все сите. Здесь большие квартиры везде. Эта дорога мне впереди совсем не нравится. Одни ямы, трясет камни, не знаю, проеду, нет, остановлюсь. Да, дороги нет. Ну, оставлю велосипед, пройду пешком. Люки тут, все. Пройду туда, гляну, что с мостом. Ребята, хочу сказать, смотрите, остановилась. Видите, забор новый сделали. Это пострадавшая сите, которую я вам показывала. Ну, классно, видите. Забор был не такой красивый у них, но сейчас все замечательно просто. Заменили полностью землю, все. Ну, вот это жалко дерево выкопали. Но я думаю, здесь посадят и пальмы новые. Очень много будет красиво. Все восстановят. Видите, какую плитку уложили новую. Как говорится, с одной стороны и жалко сите, что пострадало, но с другой стороны, видите, все восстановят и все будет новое. Новый забор, новые деревья, новая плитка, вот эта зона отдыха. Видите, половину там сделали. Был просто вот какая-то старая плиточка, видите, она не очень хорошая, а сейчас будет все новое. И здесь забор полностью. Так что я думаю, все им восстановят. Подошла к мосту. Здесь остатки цемента везде. Ой! Смотрите, как, видите, забетонировали вот эту площадку. Сейчас поближе подойду. Все вот это бетон. И такое ощущение, как будто мост немного выгнулся. Как-то неровно, я не знаю, должно это быть или нет. Напишите, кто разбирается в этих делах. В общем, так выглядит на сегодня. Ну, будем следить, как будет дальше процесс. Я думаю, со временем это русло почистит, потому что очень много насыпано камней, земли нанесено. Ну и здесь, видите, забор полностью восстанавливает. Представляете, вот когда сель шла, вот это все крушило и сюда все плыло. Ужас. А у людей окна, вот там, смотрите, прям до самой земли. С ума сойти. Ну, все восстанавливает, это хорошо. Друзья, пишите в комментариях, чем вы занимаетесь по выходным. На дачу ездите или еще что делаете. Или собираетесь в Турцию приехать. Смотрите, какая, да? Вот территория огромная, но все разрыто, пока еще не приведено в порядок. Еще не чистили совершенно набережную нигде, опять же, по-моему, в Чешмелях там почистили. Ну, в общем, посмотрим. Да, в других районах уже почистили территорию, но у нас пока такой оврал. Все копают, роют, в общем, сумасшедшие стройки везде причем. В Турции скоро праздники будут, поэтому смотрю, билетов вообще нету нигде. Не доехать. Все будут по Турции к родственникам ездить, путешествовать. Поэтому пишите, ребята, как вы. Получается у вас билеты купить не очень дорого, потому что цены растут на все. Не только на самолеты, на отели, на еду, на все буквально. Так, хочу проехать, остановлюсь сейчас. Хочу проехать сейчас не по Гази-Паше, это наша центральная улица, а вот это вот 3 дома, они тоже, по-моему, 1,5 года где-то сдались или 2 года. И вот проехать, вот здесь повернуть и как бы с другой стороны этих комплексов. Потому что я знаю, многие квартиры здесь покупали. Ну вот это вот южная сторона. Я объеду на северную сторону. Дороги здесь нет. Так все выглядит. Видите, старый асфальт с ямами. Еще и машина сзади едет. Мы здесь никогда не ездили, поэтому показываю. Территория зеленая, хорошая. 2 блока высоких и вот маленький такое здание. Я не знаю, тоже, наверное, относится к этому сите.
Какая бугенвилия, с ума сойти. Да, Теджи Панорама. Видите, комплекс Теджи Панорама. Вот так все выглядит. Ой. Это северная сторона. Ну, а здесь мужчины сидят, играют свою игру 101. Ну, типа нашего домино. И сейчас я выйду на пересечение Гази-Паши, где пекарня, которая 24 часа работает. И новый дом строят. Ребята, перешла на другую сторону. Вот эта пекарня, обалденный хлеб пекут. Семиты, в общем, все у них очень много. Ассортимент большой. А рядом мечеть. Красивая мечеть. 2 минарета. Вот эта пекарня. Очень вкусная. Здесь и торты, и пахлава есть. Все можно купить. Ну а дальше есть магазин электрики. Вот это что-то открылось, что ли, кафешка, смотрите. Пока не видно. Сейчас зайду, гляну. Нет, пока еще не открыта здесь реклама. Ну, тоже будут, видите, выпечка, десерты. Очень много. Ну, а здесь все, электрика. Здесь газ, вот в баллонах. Большие, маленькие. Вот такие баллоны. Поэтому, видите, все можно взять, любой баллон. Ребята, я подошла к трассе Д400. Вот это мост, это въезд в Теджи. И мечеть сразу. И пошли кафешки. И сейчас все строительство идет за трассой Д400. За баннером большой магазин Мигрос. И вот туда все пошли стройки. Вдоль трассы все строят. Я вернусь обратно, проедем по Гази-Паше. Сейчас я сверну на улицу Гази-Паша. Здесь вот впереди магазин Денис Кызы, магазин сладостей. Неудобно, видите, подскакиваю, еще не везде асфальт есть нормальный. Потом орехи, сладости, магазин, агентство недвижимости. А здесь магазин одежды, такая недорогая одежда повседневная, шорты, майки, чемоданы, если нужно. Дальше идет агентство недвижимости, аптека, аптека хорошая. И садик там чуть дальше, платный садик. Ну, с другой стороны магазин сетевой А101. И это уже пошли все новостроечки. Мы едем по центральной улице нашей. Так что, ребята, смотрите, есть ли у вас здесь квартира. Видите, как сделали асфальт и тут же такие куски перерыли. Но насыпали везде землю, очень хорошо. И потихонечку, вот прыгаешь, видите, в ямы эти, открываются магазины. Кафешки. Турксел. Здесь карту, кстати, вы можете купить. С левой стороны это ресторан Парадис. Здесь терраса есть большая. Летом ее открывают. Если дождь, конечно, закрывают. Здесь есть кальян. Поэтому, кто любит кальян, вам сюда, ребята. В каждом доме открывают кафешки. Конкуренция сейчас большая, особенно шаурма и пекарня. И это очень много. Но я смотрю почему-то вот по всей дороге, вот видите, вот эти лавки вскрыли асфальт заново, не знаю, что они тут искали, но вот такая посреди дороги ситуация. Вот эта новая пекарня открылась, Семит Сарай. Антикварный магазин. Помните, мы ездили на блошиный рынок, но здесь есть антикварный магазин, можно зайти. Я когда-то делала обзор, но он был в другом месте, в Альпсе, в Голд-Сити, шестой стройке. Ну и школа, новая школа, ребята, шикарная. А вот про этот участок я вам рассказывала, да? Представляете, территория огромная. Большой турецкий дом, есть свой бассейн, свой огород, курочки. В общем, такая красота, представляете? Это миллионы надо, миллионов. Очень дорого.
Мы продолжаем ехать по улице Гази-Паша. Сейчас я проеду и хочу показать другую сторону вот этого сите. Оно состоит из 3 блоков. Обычно я по центральной улице показывала, а сейчас хочу проехать там, где школа, вдоль школы, и показать все. Так, ребята, вдруг у вас окошки здесь. Сейчас я остановлю велосипед. Видите, дороги нету. Вот так выглядит дом. Дороги нет, поэтому велосипед веду в руках. Ехать невозможно, просто подбрасывает. Вот покажу, видите, что насыпали какую-то отработку. Асфальт старый где-то сняли и сюда насыпали. А сите называется Эмеральд Стар. Территория зеленая, насадили все, большая. Ну, объеду уже вокруг. С другой стороны, видите, какой пустырь. Все мусор. Пока все нараспашку. Люди живут, много машин. Вот так все выглядит. Еще раз остановлюсь. Это вот окна на северную сторону выходят. Виды будут шикарные на горы. Спускаюсь, хочу показать, как выглядит территория. Я снова выехала на Гази-Пашу. Вот это вот новые 3 блока. Уже открыли магазин электрики, золотой магазин, где вы можете поменять валюту, кстати. Курс нормальный, выше, чем в банке. Еще Кавур-Массы, такая кафешечка, и еще что-то открывают. Переезжаю этот перекресток, очень такой небезопасный. И еду дальше. Выходной день, а машин очень много. Едут, сигналят. Пока ничего не посадили. Видите, землю засыпали, а ничего пока нет. Вот так, ребята, вам показываю. Все открывается, видите? В каждом доме все открывается. Вот здесь впереди, справа от меня, когда-то были огородики в Бахче. Здесь территория небольшая была, но все убрали, так же, как и возле нашего дома. Все разровняли немного, но пока еще ничего не делают. Возле нас, кстати, тоже нет. Но с другой стороны завезли много земли. Я приехала на перекресток, вот много магазинов. А вот это перекресток, и налево будет дорога в сторону к субботнему рынку. Сейчас перееду все, потому что, видите, машины также едут со всех сторон. Надо быть внимательной. Турки ездят так, что никогда не пропускают, поэтому правила дорожного движения для них не писаны. Вот так. Можно сейчас завернуть, в принципе, в сторону субботнего рынка, но я хочу проехать прямо и показать там еще несколько сите новые, которые строятся и которые уже построены. Вот так все выглядит территория. Вот этот комплекс, несколько блоков, конечно, выглядит шикарно, но это, скорее всего, типа отельного типа. Застройщик Актай Натура. Видите, первый блок, второй и третий. Ну а мы проедем вот туда вперед, где с левой стороны новостроечки. На заборе, видите, белые цветочки, а это жасмин. Ароматы сумасшедшие просто. Вот это вот подъезжаем. Новая стройка Starlight. Не знаю, покупали вы квартиры здесь или нет. Здесь огромная территория. Квартиры, по-моему, разные есть. Сейчас поверну налево и посмотрим.
Да, я смотрю, здесь квартиры 1+1, 2+1. И с другой стороны там 3+1. В общем, строят очень быстро. Недавно здесь был пустырь, совсем ничего не было. А сейчас уже видите, как все выглядит. Очень быстро строят. А это вот с левой стороны Альп-Сити 3. Вот так выглядит. Территория шикарная, все зеленое. Такие, видите, деревья, пальмы, все. И вот так выглядит дом. Ребята, мы сегодня погуляли по нашему району Теджи. Я показала дома. Конечно, не все, их все невозможно показать в одном видео. Очень много новостроек, много квартир. Но если кто увидел свою квартиру, я думаю, вам это было приятно. Ну, а мне приятно вдвойне, что я показала район, вы посмотрели. Ну, а может кто-то захочет купить в этом районе или в каком-то сите конкретно квартиру, и вы будете знать уже, что и как. Посмотрели, какое море. В общем, хорошо провели время. Друзья, пишите комментарии, что бы вы еще хотели посмотреть конкретно в нашем районе или, может, в каком-нибудь другом. Но мы в следующий раз поедем в сторону города. Туда мы уже давно не были. Я, как всегда, вас возьму с собой. Все поснимаем, вы все увидите. Ну, а на сегодня всем пока-пока. До новых встреч в новых видео. Мы еще много не сняли, как вы знаете, но обязательно снимем. И я возьму вас с собой. Вы будете все видеть первыми и будете путешествовать вместе со мной. Все, друзья, всем пока-пока.